Всем привет-привет! Сегодня хочу вам предложить связать ажурный воротничок крючком. Воротнички сейчас в тренде. Ими можно украсить любое платье, в том числе новогоднее, как для себя, так и для ребенка. И такие воротнички также можно вязать на школьную форму. Они очень шикарно смотрятся. Состоит воротничок из таких колечков, но вяжутся они безотрывным методом. Мы сначала выполняем столбиком с одним накидом окружность нашего воротничка, а затем такой вот змейкой подвязываем потихоньку вот эту вот кайму с колечками. Вяжется все очень просто. Использовала я для вязания пряжу от Пехорки, ажурная, мерсеризованный хлопок, 280 метров на 50 грамм. Также можно в качестве аналога взять Alize Miss, там точно такой же метраж. Высота нашего воротничка 9,5 сантиметров и по окружности он 53 сантиметра. После вязания такой воротничок просто утюжится, его даже не нужно крахмалить, он будет прекрасно держать форму. Во время носки его можно как пришить к какой-то блузке или платью, или надевать как самостоятельный аксессуар, такое вот ожерелье. Нам необходимо набрать петли, количество их должно быть кратно 6, плюс еще одна петля. И первый ряд провязать столбиком с одним накидом. Но я выполню сразу же набор столбиком с одним накидом. Как выполняется такой набор, на моем канале уже есть подробное видео. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Поэтому здесь я про это рассказывать не буду. Так быстро покажу. Я выполнила набор петель, набрала 175 столбиков. И длина всей цепочки у меня получилась 53 сантиметра. Теперь приступаем к вязанию следующего ряда. Набираем 6 воздушных петель. Посмотрите, вот так вот отсчитываем. 1, 2, 3. И в 4-й столбик вяжем столбик с одним накидом. Затем 3 воздушных. Пропускаем 2 петли и в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушных. И опять пропустив 2 петельки, в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. И так вяжем весь ряд до конца. 3 воздушных и столбик с одним накидом через 2 петли. Посмотрите, я уже заканчиваю ряд и вяжу столбик с одним накидом в воздушную цепочку подъема. Теперь мы с вами обратимся к схеме, чтобы было понятнее порядок вывязывания самого узора. Вот схема нашего воротника. Ссылку на нее я оставлю в описании. Посмотрите, у нас уже связаны вот эти вот 2 ряда. Ряд из столбиков с одним накидом и ряд с окошечками. Вот как я говорила, вяжется воротничок вот такой вот змейкой. И посмотрите, один ряд у нас состоит вот из 2 колечек. Вот он первый ряд. Потом второй ряд пошел, 2 колечка мы связали, 3-й и 4-й. Для удобства посмотрите, как я отметила, разным цветом. Каждый ряд у нас начинается с голубого цвета, а заканчивается серым. А середина ряда отмечена зеленым. Посмотрите, вот мы сейчас будем вязать воздушную цепочку, потом образовывать колечко такое. Дальше по зеленым идем петелькам. Образовали колечко и затем по серым петелькам доводим ряд до конца. Вот это будет первый ряд. То есть посмотрите, мы сначала вяжем одну половину колечек вот таким образом. И потом по кругу возвращаемся и довязываем вторую половину от колечек. И затем при помощи столбиков без накида поднимаемся к следующему окошечку и приступаем к вязанию следующего ряда. Точно так же начало у нас голубым цветом, затем переходим на зеленый и дальше серый цвет уже у нас
доводит наш ряд до конца. Раппорт узора 2 ряда, то есть мы будем вязать постоянно, потом чередуя 3 и 4 ряды. Каждое колечко у нас состоит из 20 столбиков с одним накидом и из 10 воздушных петель. Арки вот эти вот, которые идут перед колечками, состоят из 6 воздушных петель. Соединение между арками, обратите внимание, идет при помощи соединительных столбиков. Теперь мы набираем 15 воздушных петель. И теперь в 10-ю от крючка петлю вяжем соединительный столбик. Затем в следующую петлю цепочки еще один соединительный столбик. И в следующую петлю цепочки еще один соединительный столбик. Теперь поворачиваем вот так вот наше вязание и начинаем вязать половину колечка, то есть 10 столбиков с одним накидом. Наше кольцо провязываем. Я провязала 10 столбиков. Дальше будем формировать второе колечко. Для этого свяжем 18 воздушных петель. И точно так же в 10-ю от крючка петельку вяжем соединительный столбик. Затем далее 2 столбика по цепочке. Первый, второй. Точно так же поворачиваем вязание. И уже это у нас колечко последнее. В него сразу же провязываем 20 столбиков с одним накидом. Я провязала 20 столбиков. И теперь наше колечко нужно соединить. То есть вот здесь вот, где у меня связан второй соединительный столбик по воздушной цепочке, откуда у меня начинается первый столбик, я туда ввожу крючок и выполняю соединительный столбик. Вот первое колечко готово. Далее мы вяжем 6 воздушных. Посмотрите, колечко, оба они лежат ко мне лицевой стороной. И теперь я подсоединяюсь ко второму колечку. Смотрите как. Вот у меня петелька от последнего столбика, откуда идет воздушная цепочка. Я подхватываю одну дужку этой петельки и ниточку на самом столбике. И выполняю соединительную петлю. Вот я вернулась к нашему первому колечку, его мы должны довязать, то есть выполнить еще 10 столбиков с одним накидом. Я выполнила 10 столбиков с одним накидом, и теперь точно так же мы замыкаем наше колечко. Вяжем соединительную петлю. Выполняем 6 воздушных. И теперь в самый столбик первый, откуда у нас идет вот эта воздушная цепочка, выполняем соединительную петельку. Первый ряд готов. Теперь переходим ко второму ряду. Для этого вяжем 3 столбика без накида под воздушный мостик. И четвертый столбик
вяжем в столбик предыдущего ряда. Затем вяжем 3 воздушных. Посмотрите, колечки я держу лицевой стороной к себе. И вот так вот ввожу крючок под воздушный мостик из 6 петель, которые мы связали. И захватываю рабочую нить. И получается как соединительный столбик. 6 воздушных. И теперь в 5-й столбик колечка точно так же ввела крючок, захватываю рабочую нить и выполняю соединительный столбик. Затем мы будем вновь вязать колечко. Для того, чтобы связать колечко, нужно набрать 15 воздушных. И точно так же в 10-ю от крючка петельку выполняем соединительный столбик. Далее вяжем 2 столбика по воздушной цепочке оставшейся. Вот так вот разворачиваем вязание. И сейчас будем вязать половину колечка, то есть 10 столбиков. Но нам его еще необходимо подсоединить к предыдущему ряду в центре. Поэтому свяжем сейчас только 5 столбиков из 10. Вот 5 столбиков готовы. Посмотрите, все держу лицевой стороной к себе, все столбики развернуты. И вот под этот сейчас воздушный мостик будем подсоединять наше колечко. То есть точно так же. Вот задела наш воздушный мостик, подхватила. И рабочую нитку протягиваю в петельку. И теперь довязываю нашу половинку колечка, то есть оставшиеся 5 столбиков. Вот посмотрите, что получилось. Вот наша половина нашего колечка, оно подсоединилось к первому ряду. Дальше выполняем 3 воздушные и подсоединяемся к самому последнему колечку. В 5-й столбик всегда. Также я ввела крючок и соединительный столбик выполняю. Как я уже говорила, в каждом ряду мы делаем 2 колечка. Вот одна у нас заготовка колечка готова, вяжем второе. То есть набираем 15 воздушных. Вяжем соединительный столбик в 10-ю от крючка петлю. Два столбика еще по цепочке соединительных. Первый и второй. И это у нас колечко, оно длинное, его прицеплять некуда, поэтому мы сразу же вот так поворачиваем наше вязание и выполняем в это кольцо 20 столбиков с одним накидом. Я выполнила 20 столбиков. И теперь мы замыкаем наше колечко. То есть я вяжу соединительный столбик. Затем 6 воздушных. И теперь буду выполнять наше колечко, которое сделано наполовину. Подсоединяюсь к нему точно так же. Подхватываю 2 ниточки. Выполняю соединительную петлю. И довязываю 10 столбиков с одним накидом. Выполнила я 10 столбиков. Замыкаю наше колечко при помощи соединительной петли. И дальше вяжу арками по 6 воздушных петель до
наших начальных рядов. Набираем 6 воздушных. И под арку я выполняю соединительный столбик. Опять 6 воздушных. И дальше уже подсоединяюсь к нашему вот этому вот ряду начальному. Точно так же подхватываю 2 ниточки. Вот отсюда у меня идут воздушные петли. И одну ниточку от столбика. И выполняю соединительную петлю. Вот мы выполнили с вами второй ряд. Вот он также состоит из 2 колечек. Первый ряд из 2 колечек и второй ряд из 2 колечек. Теперь переходим к третьему ряду, и нам опять необходимо связать 3 столбика без накида под вот этот воздушный мостик. И 4-й столбик в столбик предыдущего ряда. Начинаем вязать третий ряд. Ряд начинаем всегда с 3 воздушных. И вот под ближайшую арку я вот так завожу крючок, захватываю рабочую нить, и получается у меня соединительный столбик. То есть вязание я всегда держу лицом к себе. Дальше вяжу арками по 6 воздушных. Набираю 6 воздушных. И вот следующая арочка идет, под нее завожу крючок и выполняю соединительную петлю. Следующие 2 ряда колечек у меня должны быть еще ниже. Видите, они как бы идут вниз. Поэтому я выполняю еще одну арку из 6 воздушных. А подсоединять ее буду к 5-му столбику. Дальше будем выполнять колечко. То есть набираем 15 воздушных. Десятую петлю от крючка делаем соединительный столбик. Два соединительных столбика по цепочке. Разворачиваемся и будем сейчас выполнять половину колечка. Но на 5-м столбике опять подсоединимся, поэтому сначала вяжем 5 столбиков. Все, вязание лицевой стороной к себе. Начатое колечко тоже лицевой стороной к себе держу. И подсоединяюсь вот в эту вот арку. Завожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю сразу же через петлю. Вот мы подсоединили наше колечко, теперь довязываем его половинку, то есть еще 5 столбиков с одним накидом. Вот уже что получилось. Дальше выполняем 3 воздушных и подсоединяемся ко второму колечку предыдущего ряда в 5-й столбик. И нам необходимо выполнять второе колечко этого ряда. То есть вновь набираем 15 воздушных. Десятую петлю соединительный столбик. Затем 2 столбика по цепочке.
И это колечко мы ни к чему подсоединять не будем, поэтому так разворачиваемся и вяжем в него 20 столбиков с одним накидом. Я провязала 20 столбиков, замыкаем колечко, соединительную петлю провязываем, дальше 6 воздушных и довязываем колечко самое первое, которое мы делали в этом ряду. Подсоединяемся, подхватив 2 ниточки. И дополняем наше колечко, то есть нам нужно связать сюда еще 10 столбиков с одним накидом. Я выполнила 10 столбиков, замыкаю колечко в круг. И дальше до вот этой нашей наборной цепочки вяжем арками из 6 воздушных. Набираю 6 воздушных и соединительную петлю под арку. 6 воздушных и соединительная петля под следующую арку. 6 воздушных и присоединяемся уже к нашему наборному ряду. Подхватываю также 2 ниточки и соединительный столбик. Третий ряд готов. Сейчас будем переходить к четвертому ряду. Для этого нам нужно связать 3 столбика без накида под воздушный мостик, чтобы подняться выше. И 4 столбик в петлю предыдущего ряда. Начинаем 4 ряд. Ряд начинается всегда с 3 воздушных. И под первую арку провязываем. Сейчас мы уже будем вязать непосредственно раппорт узора. И видите, у нас все были ниже и ниже колечки как бы спускались. А сейчас у нас будет вот 2 низких, потом 2 повыше. 2 пониже, 2 повыше. И вот так чередоваться в шахматном порядке. То есть сейчас мы вяжем арками из 6 воздушных. Делаю 6 воздушных. И под следующую арку соединительный столбик. И теперь я буду выполнять колечко. Делаем 15 воздушных. Опять же в 10-ю от крючка петлю выполняю соединительный столбик. Два столбика по цепочке еще. Поворачиваюсь и буду выполнять пол колечка. Но помним, что через 5 столбиков мы должны подсоединиться к предыдущему ряду. То есть сначала вяжу 5 столбиков. Связала 5 столбиков. Все опять же держим лицом к себе. И вот она арка следующая. Под нее ввожу крючок и соединительный столбик. Вот видите, как получилось. Теперь довязываем оставшиеся 5 столбиков. Три воздушных и
подсоединяемся к 5-му столбику колечка. Теперь выполняем второе колечко. Опять это 15 воздушных набираем. Десятую от крючка петлю вяжем соединительный столбик. Два столбика еще соединительных по цепочке. И посмотрите, вот видите, где это колечко располагается? То есть оно не в самом низу, как вот это колечко. И мы его должны будем подсоединить вот к этой воздушной арке. То есть мы опять должны связать сначала 5 столбиков, а потом подсоединиться. Я выполнила 5 столбиков. Все разворачиваю лицом к себе. Подсоединяюсь под воздушный мостик. Вот оно соединение. И дальше уже выполняю колечко целиком. То есть 5 столбиков я уже провязала от колечка. Всего колечко 20 столбиков. Мне осталось провязать 15. Я довязала 15 столбиков. Колечко готово. Замыкаем его в круг. И возвращаемся к недовязанному колечку. Делаем 6 воздушных. И подсоединяемся к кольцу. В это колечко нужно довязать 10 столбиков. Вяжем их. Я выполнила 10 столбиков. Теперь замыкаем колечко. И дальше вяжем арками из 6 воздушных петель. 6 набираем воздушных. Под арку ближайшую соединительный столбик. 5-6 воздушных. И уже подсоединяемся к нашему наборному ряду. И выполняем соединительный столбик. Четвертый ряд готов. И теперь переходим к 5-му ряду, то есть опять нам нужно подняться будет на 3 столбика без накида. И дальше мы продолжаем вязание, чередуя 3 и 4 ряды. То есть вот так у нас и пойдет в шахматном порядке. 2 колечка пониже, 2 повыше. Дальше опять будет 2 пониже, 2 повыше. И так вяжем, пока не дойдем до конца нашего наборного ряда. Я уже практически довязала. Осталась у меня последняя ячейка на нашей цепочке. И посмотрите, закончила я более коротким рядом. То есть вот ряд подлиннее и вот ряд покороче. И сейчас мы будем завершать наш воротник. То есть мы должны выполнить точно так же, как у нас в начале было. Вот таких вот 3 нисходящих ряда. У нас получается вот 2 есть. И нужно сейчас выполнить 3-й. Еще более короткий, чем вот этот. Мы точно так же выполняем уже под воздушные петли 3 столбика без накида, чтобы подняться к следующему ряду. И 4-й столбик вяжем в 3-ю воздушную петлю подъема. И в точности также начинаем ряд. Выполняем 3 воздушных, подсоединяемся под арку ближайшую и сразу же начинаем выполнять колечко.
15 воздушных. Соединительный столбик, 10-ю петлю. 2 столбика соединительных еще по цепочке. Разворачиваем петельку и выполняем 5 столбиков с одним накидом, колечко образовавшееся. Теперь подсоединяемся к следующей арке. Завязываем в колечко еще 5 столбиков. Затем 3 воздушных. Подсоединяемся в 5-й столбик колечка. И выполняем второе кольцо. 15 воздушных. Пять столбиков в колечко. Подсоединяемся под арку между колечками в предыдущем ряду. И довязываем в кольцо еще 15 столбиков с одним накидом. Довязала 15 столбиков, вот образовалось колечко. Вот видите, они, вот эти 2 колечка, они еще короче предыдущего ряда. Теперь замыкаем наше колечко в круг. Шесть воздушных. Подсоединяемся к недовязанному колечку. И вяжем в него 10 столбиков. Выполнила 10 столбиков, замыкаем колечко. Вяжем 3 воздушных. И заканчиваем ряд. Все, на этом воротник готов. Сейчас нам осталось выполнить петельку для пуговки. Мы вяжем вот по этим 3 воздушным петлям 3 соединительных столбика. Затем 5 воздушных. Вот эта цепочка определяет размер петельки. У меня бусинка небольшая, и 5 воздушных будет достаточно. Подсоединяемся в первый столбик при помощи соединительной петельки. И дальше поворачиваем вязание и вяжем 5 столбиков без накида. И при помощи соединительного столбика вот сюда вот продвинемся. Все, теперь нить можно, петельку я вытянула, сейчас обрежу нить и спрячу кончик. Прячем хвостик и пришиваем бусинку. Я уже спрятала ниточку, пришила в качестве пуговочки бусинку. И на этом наш воротничок готов. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. А у меня на этом все. Всем пока-пока.